Друзья, всем привет! Даниил Медведев. Даня, рада тебя видеть в Мадриде. Мы были сегодня на твоей второй тренировке. Ты с Валентином Баширо как раз на 10-м корте тренировался, потом вы играли, видимо, на счет. Можешь рассказать, какой счет у вас в итоге? Если я не ошибаюсь, 4-4. Нет, я не успел отпадать. 4-3, он ведет, и 40-0 на моей подаче, поэтому надеемся 4-4. Но на тренировках счет не особо важен. Не считаешь? Я считаю, но я имею в виду, что бывали турниры, где реально проигрываешь все тренировки, и потом просто происходит как чудо, и выигрываешь турнир. Бывало совершенно наоборот, но бывает и как бы и в другую, то есть никакого нет связи конкретной с тренировками и матчами, скажем так. Какие отношения у нас вот в этом сезоне сейчас с грунтом? Сейчас неплохие. Сначала было тяжело, но, скажем так, когда проигрываешь 6-0, 6-0, тут дело... Когда я говорю не в теннисе, имеется в виду, что какая-то есть причина. То есть ты не можешь проиграть 6-0, 6-0 на таком уровне, скажем так, просто играя в теннис. То есть, что-то в этот день было не так, как надо, и потом просто стараешься, скажем так, найти причину, и просто ее нужно не повторять в следующий раз. Поэтому сейчас отношения с грунтом нормальные, такие же, как раньше, ничего сумасшедшего, но играть могу. Знаешь, я видела рабочий материал после того, как ты в Монте-Карло как раз с Давидом пообщался, у вас была там пересменка с Андреем, что ты матч вот такой провел, там Андрюша тоже проиграл, и вы как-то вот, так, знаете, даже посмеялись, что ли, друг над другом. После таких встреч, которые были вот в Монте-Карло, и после таких результатов, ты вообще долго отходишь и как отходишь? И что нужно? То есть было ощущение, что, как-то это не очень сильно тебя как-то задело, что ли? На самом деле очень тяжелый вопрос, потому что любое поражение в теннисе, неважно какое оно дается тяжело. По разным параметрам. Какое-то может ударить по уверенности. Если это первый круг, и ты там проиграл, там в 3 сетах соперник, которого ты считаешь, ты должен обыграть. Это может сильно ударить по уверенности и последующим турнирам. Какой-то, может, ты играл очень хорошо, там, допустим, как я Индиан Уэллс с Синером, но это просто обидно, потому что это был финал, то есть ты мог там поднять кубок, выиграть там Индиан Уэллс, который никогда не выиграл и так далее, и поэтому это тоже обидно. Уже не в плане тенниса, не в плане какой-то уверенности, а чисто в плане результата. И 6-0, 6-0 это не исключение, тебе... Обидно хотя бы за унижение, потому что, проиграть 6-0, 6-0 это унижение, но такова жизнь, такой спорт. Я не первый, я не последний, ни в теннисе, ни в других видах спорта такие дни бывают. И, конечно, несколько дней было тяжело. Наверное, я бы сказал, неделю было тяжело просто вернуться в ритм и понять, что делать дальше. Но опять же, если бы был какой-то другой турнир, то это бы заняло неделю. Я знал, что турнир не скоро, поэтому мы спокойно вышли из этого состояния, хорошо тренировались, и как бы сейчас играю лучше. Ты так интересно всегда про теннис говоришь. Можешь мне чуть-чуть рассказать про грунт? Вот мы много вообще с игроками сейчас разговариваем. Я видел, я думаю, можно мне не задавать этот вопрос, пожалуйста? Смотри, я под тебя его подбирала. Что тебе самое сложное с этим покрытием? Потому что оно... Очень легко ответить. Давай. Вот я сегодня как раз про это думал. По центру играли. И, опять же, я, сейчас 3 тренировки, что я провел, отлично играю в Мадриде, все нормально. Там одну чуть что-то по счету проиграл, одну выиграл. С Баширо ничья, можно сказать. И я сравнил это, что я когда-то очень много играл в фифу. И, понятное дело, точно так же, как и на грунте Рафа, и в фифе есть вот этот вот, я не помню его имени, но там вундеркинд, который побеждает все и всегда. Можно научиться побеждать, но есть все равно большая доля удачи. В фифе это отскоки, то есть там ты вроде правильно делаешь движение защитником, но там как бы в игре, как это называется, там патч, баг, вот это там мета, короче, все вместе, там какой-нибудь неберущийся прием, и ты ничего не можешь сделать, и тебя это бесит. И поэтому я перешел в какой-то момент на стрелялки, потому что там все максимально легко. Ты попал или ты не попал. И вот там, очень редко бывает, что как бы что-то там забаговало и все такое. И для меня грунт это как FIFA. То есть хард для меня немножко больше, да, там бывает трос, бывает где-то там ребро. Но грунт ты реально можешь проиграть очко и выиграть в любой момент. Потому что иногда просто самый легкий мяч, и он плохо отскакивает, и ты проигрываешь очко.
И вот для меня вот это, наверное, самое сложное, и это то, из-за чего я могу беситься. Такой неожиданный ответ, потому что я там думала, это терпение, сейчас ты скажешь, там вот эта работа, то, что надо долго, титанически. Не проблема. Вообще изи, да? Да. Именно вот Для меня это... проблема, что может быть долго, и один плохой отскок, и все это долго на ноль. И Мгм. вот это прям FIFA, вот эти Weekend-лиги раньше игрался. 1-0 ведешь весь матч, там еще что-то там атакуешь, не забил. И просто последняя атака, а там уже говорят, что вот на последних минутах там есть такой скрипт, вот я вспомнил Да-да-да-да-да. слово. Скрипты, что там мораль у другой команды. И ты все делаешь, чтобы этот мяч отнять, он не отнимается и залетает, и ты сидишь, и у тебя кипит. Это все знают, кто в FIFA играл, просто все знают. И вот, ну, для меня грунт это вот FIFA. Последнее по этой теме, вообще отпущу тебя. Как там, FC сейчас теперь. Мне очень понравилась цитата Стефанса Циципаса, что грунт – это медленно душить соперника. Ты Для вообще... меня это хард. Я Вот. это делаю на харде. Ты любишь этим заниматься? Вот. Обожаю, но не на грунте. А ты На мо- грунте медленно душит меня. А ты можешь мне на человеческом моем, не теннисном языке объяснить, что это значит вообще душить соперника? Ну, кстати, для всех игроков это будет, значит, совершенно Для разное. тебя. Лично для меня это... Сейчас, одну секунду. Когда почти неважно, этим занимается, естественно, там лучше всех Новак, Синер, Алькарас, то есть, ну, за счет этого они выигрывают каждый матч. Почти неважно, что делает соперник, у тебя всегда есть ответ на это, и, в принципе, всегда ответ правильный, и то есть ты начинаешь уже знать, куда он сыграет раньше него, знать, куда он подаст, то есть ты это чувствуешь, видишь, и в такие моменты соперникам очень тяжело, и в основном вот ты начинаешь смотреть матчи, и они ошибаются. И ты думаешь, а почему там вчера он не ошибался? Или ты проиграл этому человеку, вчера он не ошибался против тебя, а сейчас он ошибается. Ну, потому что вот такая вот игра. То есть, опять же, это как подача. Можешь сделать там 20 эйсов, а на следующий день подача рассыпется. Возможно, потому что соперник нашел ключ на приеме, и ты начал ближе целиться еще к линиям, уже начал сам нервничать, думаешь, под лево подаю принимает, под право подаю принимает. И вот, ну, я этим люблю заниматься, я это способен и делать на грунте, но мне на это нужно намного больше усилий и немножко больше удачи, чем на харде. Немножко это такой, знаешь, этот краем пошел, у тебя прям загорелись глаза, когда ты стал про это удушение говорить. Отлично, попробуем сделать тут. Вот я тебе желаю, чтобы тоже сейчас на грунте все это получалось. Друзья, Даниил Медведев. Спасибо.